Всем доброй ночи. Сегодня хотела чуть пораньше лечь отдохнуть, но уже скоро 4 часа. Но не получилось, потому что очень много работы, очень много заказов, очень много просьб. Кому-то нужно работу закончить, поставить защиту. У кого-то только начала делать, так что не получилось раньше. Ну, ничего страшного. Лучше поздно, чем никогда. Перед тем, как пойти ко сну, как говорят, в объятия Морфея, да, хочу несколько работ оставить для практиков. Вы знаете, что я детей лечу абсолютно даром. И очень многое давала родителям, то, что они могут сами провести. Например, шепотки матери, бабушки, потом лечение детей для всех, тоже шепотки и многое иное, то, что можно применить. Но сегодня хочу несколько таких более-менее, скажем, простых работ, для которых особо много чего не нужно, подарить практикам. Собственно, секреты того лечения, которое я произвожу, которое я делаю, как я лечу людей, детей в частности. Слово «лечение» я попрошу принять немножко в другом смысле, потому что я уже говорила, что мы лечить физиологические болезни людей не имеем права. Лечить их должны врачи. Мы можем лишь усилить человека для того, чтобы человек мог сопротивляться болезни. В этом случае мы действительно лечим, но лечим такие болезни, которые, не смертоносные, но мешают ребенку жить. А может быть, более серьезные вещи снимаем. Итак, если у ребенка бородавки, как их свести? Иногда бородавки вообще мешают жить, и на руках вырастают, иногда на ногах, на лице тем более. Итак, дорогие друзья, желательно в этом случае лечить непосредственно, тет-а-тет, видите ребенка. По фотографии это очень трудно, по фотографии немножко другой метод. Кусок свиного мяса, натирайте бородавку этим мясом и говорите 13 раз. Мясо с кровью, мясо с плоти, бородавку вытяни, тело очисти, плоть обнови, с плоти мясу бородавку передам, а через мясо сырой земле отдам. Туда и уйди, да там сгинь, истинно. 13 раз начитали, заверните это в какую-нибудь материю, отнесите в такое безлюдное место. Может быть, если вы в селе живете, чуть подальше, там, на природу, например, да. Если в городе, каком-нибудь парке, закопайте так, чтобы собаки не выкопали. Кинули туда мясо, закопали, закройте, чтобы никто оттуда не мог достать. Отвернитесь и уходите. Как только мясо начнет там гнить, бородавки начнут сходить. Проверено уже много раз. Грыжа ребенка, она заговаривается различными методами. Вот у меня есть такой простой, но очень сильный метод. Дорогие друзья, лечить взрослого человека или ребенка одно и то же. Порой, чтобы вылечить ребенка, тратится больше сил, потому что энергия ребенка еще очень хрупкая, и с ним нужно обращаться очень осторожно. Значит, безымянным пальцем против часовой стрелки
крутить вокруг грыжи. Или позвоночная, или пупочная. Позвоночная немножко трудно лечится, несколько сеансов нужно. Пупочная можно заговориться один раз. Но потом повторить на всякий, для профилактики через 3 дня, например, да? Читается так. В темном лесу есть черный куст. Под тем кустом черный кот лежит. Кот котище, выгрызай, выедай грыжу пупочную, зубами грызы, хвостом сметай, грыжу навеки убирай. Аминь. Через 3 дня, когда грыжа станет меньше, можете еще раз начитать, так на всякий случай, и, скорее всего, оно исчезнет. Если у ребенка агрессия, если у ребенка злость, если ребенок не слушается, ведет себя плохо и так далее, депрессии, тоски, вот злости внутренней, дискомфорта. Читать на воду. Если вы читаете по фотографии, то эту воду просто вылить потом в раковину, например, или на землю. Если ребенок к вам пришел с родителями, естественно, то один раз умыть лицо, остальное вылить. Читаем на воду 6 раз. Сгинь да уходи, тоска маята да кручина, и всякая тому причина. В воде растворись, с водой лейся в реку, с реки в океан, да в водные глубины. Да будет так, как сказано. Аминь. От недержания, от ануреза. Это на самом деле причиняет страдания ребенку, если он еще и уже взрослеет, то он не может ни в садик нормально ходить, не может ни в какой-нибудь лагерь детский, никуда. Потому что постоянно дети дразнятся, смеются, а дети жестокие всегда были, к сожалению. Читается над ребенком, над головой ребенка. Если по фотографии зажгите свечу, поставьте над головой, на изголовье. Читайте, а свеча должна догореть. Читать нужно 7 раз. Ведьма Соломея подол свой на узлы завязала, и недержание твое имя узлом завязала. А за нею ее 3 сестры. Недержея, Макрея, Слабея, узлами подолы завязали, да ушли, недуг твой с собой забрали. Да будет так. Через некоторое время недержание прекратится. Если несколько раз, бывает иногда, что снимаешь, а организм ребенка немножко реагирует по-своему, через некоторое время он может возобновиться ненадолго, это короткое время. Не пугайтесь, можно еще раз начитать на всякий случай, а можно нет. Иногда бывает, что привыкает организм к новому состоянию. Это не страшно, можно просто повторить. Если у ребенка плохая память, растерянность, если ребенок не может сосредоточиться, если ребенок иногда умственно отстает, даже в этом случае может помочь. Родители должны принести вам камень. Желательно камень был, чтобы такой, знаете, крепкий, не кирпич, не искусственный бетон, а именно природный камень, черная материя. Как они должны откупиться за это? Они сами решат, если у них есть совесть. Если нет, значит нет. Но лечим мы детей даром. Итак, камень, черная материя. Положите этот камень. Прочитайте столько раз, сколько ребенку лет. 10 лет, 10 раз, значит, 6 лет, 6 раз. Сколько ему лет, столько раз читайте. Потом завяжите этот камень, отдайте этим людям. И они должны этот камень положить под матрас. Вот там, где ребенок спит, там, где его голова. Время от времени повторять. Желательно за 3 месяца, скажем, 3 раза повторить этот ритуал. И начнет, окрепнет и его память, и умственная способность, и прочее. Я уже говорила, что в магии одну истину, один догмат связывается с другой истиной, да? Камень крепок, и память крепка, и так далее. Читать.
Стоит бел горюч камень, стоит, не шелохнется, молния его не заденет, ветер с места не сдвинет. Так и твой разум, имя. Не шелохнется, память будет крепкой, ум будет цепким, да голова светлой. Да будет так и так будет. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. Прочитали столько, сколько ему лет. Завязали этот камень, отдали родителям. И после они сами заметят эту перемену. Если ребенок дерется в садике или где-либо еще, если он гиперактивный, либо на него нападает, в общем, создает постоянно такую атмосферу драки, агрессии. Начитайте на его одежду, которую он носит в школе, ну, куртку там или, скажем, рубашку, попросите у родителей. Вот он должен эту неделю вот эти вещи надевать. Пусть принесут, начитайте. Можете начитать на фотографию. Просто на вещь намного легче сразу передать эту силу. На фотографии много потратится у вас энергии. Но если вы уверены, что сможете, начитайте на фотографию ребенка. Сидит девица посреди острова, на руке острое веретено. Не нитку крутит, а дело мутит, веретеном всех драчунов колет, от тебя отгоняет, у них охоту драться отнимает, да тебе говорит, не дерись, а прилежно живи, да не тужи. Аминь. Читать желательно 6 раз. 6, 13 раз. Именно по черной цифре. И вот если эту процедуру в месяц несколько раз повторить, через некоторое время ребенок успокоится, перестанет. Вот эти конфликтные ситуации перестанут. Потому что внутри ребенка, видимо, вот некая такая сила агрессии поселилась. Так бывает, когда дети более уязвимы, они более беззащитны, чем взрослые, и поэтому они не могут дать отпор этой силе. Она иногда руководит их разумом. Вот этим заговором можно изгнать эту силу и привести ребенка в порядок. Если у ребенка страхи, кошмары, если ночью какая-то сила, скажем, пугает его, он не может спать, кого-то видит, начитайте на нож, и этот нож положите под матрас. Несколько раз это можно повторить. Черная сила, ежели придет, на острие наткнется, споткнется, уйдет, сгинет, навеки нас покинет. Да будет так, истинно. 6 раз читается на нож и ложится под матрас. И через некоторое время эта сила перестанет приходить. Но это вот эти все заговоры, эти работы делают именно практикующие люди, потому что это как бы не казалось простой вещью, это из темной сферы. И для того, чтобы такие заговоры произносить и закреплять, и вообще говорить, да, и такими заговорами пользоваться, нужно особое разрешение. Простому человеку это делать нельзя. Эффект может быть обратный. Очень редко мы позволяем родителям самим делать, но если мы уже сделали, мы можем сказать, вам тоже можно сделать, будет еще лучше, сильнее эффект. Но только когда мы говорим. Всем удачи, это еще всего лишь одна часть, потому что это не все, есть посильнее работы. Я их показывала. Ну, еще будет. Еще будет не раз и не два. Всем удачи.